Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ об экзотическом фрукте мангостин, который растет в жарких тропиках Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Африки. Его также называют мангустин, мангостин, гарциния, манкут. Плоды мангостина сладкие и острые, сочные, несколько волокнистые, с пузырьками, наполненными жидкостью, как мякоть цитрусовых, с несъедобной кожурой темно-красновато-фиолетового цвета при созревании. По форме фрукт напоминает яблоко с толстой фиолетовой или коричневой кожурой, внутри которого находится белая съедобная мякоть в виде сочных долек белого цвета, похожих на чеснок. В некоторых дольках можно обнаружить съедобные семечки, по вкусу похожие на желуди. На нижней части плода находятся плодоножки в виде лепестков. Их число совпадает с числом долек внутри. Чем больше лепестков, тем больше мякоти и меньше сердцевинки. 5 и меньше лепестков – это мужские плоды, 6 и более лепестков – женские плоды. Особенностью мангостина является легкая кислинка, которая присутствует даже в спелых плодах. Вкус мякоти можно описать как сочетание цитрусовых, винограда, ананаса, клубники, персика и абрикоса. Сладкие, слегка кисловатые белые дольки, сочные, желеобразные и ароматные, тают во рту и прекрасно утоляют жажду. Аромат фрукта достаточно деликатный и неброский. Таиланд – это рай для любителей тропических фруктов, в том числе и мангостина. Здесь его выращивают больше всех в мире, на площади около 47 тысяч гектар. Мангостин в Таиланде часто называют королем фруктов. Сезон сбора фрукта выпадает на май-сентябрь месяцы. В это время рынки завалены этим фруктом. За 5 килограмм продавцы просят 100 бат, или на наши деньги примерно 260 рублей. А вот перед Новым годом цена возрастает до 500 бат за килограмм. Выбирая мангостин, следует обратить внимание на цвет листьев, венчающих макушку плода. Они должны быть ярко-зелеными, а не коричневыми. Коричневая окраска листьев, а также наличие плесени, свидетельствует о том, что мангостин перезрел и начал портиться, поэтому такой лучше не покупать. Еще одним признаком испорченного фрукта является слишком твердая кожура, как у арбуза, поскольку спелый мангостин отличается упругостью и слегка пружинит при надавливании. Если кожура не пружинит, значит плод старый или пересох на воздухе. Нужно обращать внимание на цвет фруктов. Сначала они зеленые, затем красные, потом фиолетовые, а в конце коричневые. Чем светлее цвет, тем фрукт свежее. Однако ярко-красный фрукт недостаточно сладкий, а темно-коричневый слишком мягкий, поэтому лучше всего выбирать темно-фиолетовый цвет. Еще экзотический фрукт имеет одну уникальную особенность. Если он сгнил, то это никак не отражается на его внешнем виде. Единственный способ проверить качество фрукта – потрогать его и внимательно разглядеть листья, предпочитая крупные плоды мелким, поскольку последние содержат меньше мякоти. Семена фрукта по размеру и форме похожи на миндаль. Мангустину подходит сырой экваториальный климат. Деревья плохо переносят засуху и ветра, а гибнут они уже при температуре ниже плюс 5 градусов. Поэтому в других странах деревья мангостина можно встретить лишь в ботанических садах. Семена для посадки получают из свежих фруктов. Их очищают от мякоти и ни в коем случае не следует полностью сушить. Их только слегка осушают от влаги. Они становятся коричневого цвета и приобретают жесткую оболочку. Семена нужно замочить на сутки в воде, после чего они опять станут мягкими. Примерно через 6 дней из косточки появляется росток. Такие пророченные косточки уже можно сажать в грунт. Из таких косточек в питомниках выращивают саженцы, которые фермеры используют на своих участках. Для посадки мангостина требуется хорошо освещенное место с хорошо дренированной почвой. Уровень pH почвы должен быть от 5,5 до 6,5. Земля очищается от сорняков, камней и мусора. В лунку для посадки добавляют компост. В ямке почву плотно прижимают к растению. Посаженный саженец необходимо обильно полить. В дальнейшем деревья мангостина требуют постоянного полива, однако переизбыток влаги может привести к гниению корней.
Для полива лучше всего использовать капельное орошение. Следует вносить сбалансированные органические удобрения. Также посадки деревьев регулярно мульчируют. Слой мульчи у основания саженца позволяет сохранять влажность и подавляет рост сорняков. Кроме того, мульчирование позволяет создавать прохладу в корневой зоне растения. Регулярная обрезка деревьев позволяет сохранить их форму и обеспечить надлежащий приток воздуха. Она предотвращает чрезмерный рост веток и обеспечивает хорошее созревание фруктов. Мангостиновое дерево растет медленно, имеет крону пирамидальной формы. Черная шелушащаяся внешняя кора имеет внутри липкий и чрезвычайно горький латекс. Дерево может плодоносить через 7-9 лет, но чаще всего первые плоды появляются в возрасте 10-20 лет. Чем старше дерево, тем больше плодов оно дает. Плоды растут на концах веток. Мангостин является бесполым растением. У него воспроизводство происходит без участия мужских клеток. Все цветы являются одновременно и мужскими, и женскими, способными к самооплодотворению. Цветы мангостина начинают распускаться ранней весной, по 2-3 на концах молодых побегов и на взрослых ветках. Они не являются привлекательными для птиц и насекомых, что обусловлено отсутствием нектара в цветках в период цветения. Обычно мангостин цветет один раз в году, однако после очень засушливого летнего периода цветение может произойти и во второй раз. У мангостин крупные желтоватые розовые цветы с красноватыми чашелистниками. Из дисковидного рыльца пестика образуется шарообразная зависть. Иногда у цветка могут образовываться бесплодные тычинки, но чаще всего их нет. Мангостин подразделяется на садовый и горный. Оба относятся к одному и тому же виду растений и имеют общую природу произрастания. Садовый мангостин обычно выращивают в садах и на фермах, в то время как горный мангостин растет в горных районах. Садовый мангостин имеет более гладкую кожуру, а горный мангостин – более грубую и шероховатую. Кроме того, садовый мангостин может быть в несколько раз крупнее горного. Вкус фруктов также может отличаться. Садовый мангостин имеет более сладкий вкус, а горный может быть более кислым. В целом же разница между садовым и горным мангостином незначительна, и оба вида могут использоваться как в пищу, так и в косметических целях. Плоды мангостина растут высоко на деревьях, которые вырастают в высоту от 6 до 25 метров, поэтому их снимают с помощью длинного шеста. Используя его, рабочие убирают урожай в саду. В горах собирать мангостин гораздо сложнее. Местные жители, вооружившись длинными шестами, отправляются в горы для сбора мангостина. Добраться до фруктов непросто. Их сначала нужно найти в густой листве. Поэтому приходится карабкаться по стволу дерева. Собранные в корзину плоды опускаются на землю. Для перевозки на мотоцикле их помещают в ящики. Сборщики по лесной дороге отправляются на приемный пункт. Ящики выгружают для взвешивания. После взвешивания фрукты проходят предварительную сортировку. Некоторые незрелые плоды имеют зеленый цвет, но со временем они приобретут фиолетовый цвет. Часть собранного урожая отправляют на экспорт, чаще всего в Китай. Перед этим плоды моют и сортируют по размерам. Автоматика также отделяет спелые плоды от незрелых. Перед тем, как уложить плоды в ящики, их с помощью аэрозоля опрыскивают против вредителей, которые еще могут оставаться под плодоножкой. Также фрукты подлежат строгому эпидемконтролю. Благодаря этому мангостин в супермаркетах США и европейских стран сохраняется с хорошим качеством. Мангостин для внутреннего потребления часто идет на изготовление соков. Перед употреблением мангостин нужно правильно очистить от кожуры, делая аккуратные круговые надрезы в центральной части плода, стараясь не повредить мякоть. Нужно раскрыть кожуру и извлечь дольки.
Также можно надрезать верхушку плода, после чего доставать вкуснейшую мякоть фрукта, используя обычную ложку или вилку. Самый простой способ очистить мангостин – это оторвать верхние листки и слегка надавить на верхушку плода, в результате чего он треснет и освободит спелую мякоть. Мангостин едят в свежем виде, в холодильнике же он хранится 2 недели. Плоды с нетронутой кожурой могут пролежать месяц при высокой влажности и температуре плюс 3-6 градусов Цельсия. Освежающий вкус в сочетании с полезными свойствами делают плод особенно ценным. Входящие в его состав флавоноиды считаются природными антидепрессантами, которые в изобилии содержатся в горьком шоколаде и молотом кофе. Хозяйки в Таиланде готовят блюда из еще не созревших плодов мангостина. Для этого их разрезают, при этом из них вытекает белый латексный сок. Кожура срезается и остается только внутренний плод. Он помещается в раствор с соленой водой. Незрелый мангостин, в отличие от зрелого, имеет совершенно другую структуру и вкус. Он чем-то напоминает зеленое яблоко. Остатки кожуры и сердцевина удаляются. Этот мангостин войдет в состав популярного и ароматного блюда карри, широко распространенного в Азии. В это блюдо включается множество экзотических ингредиентов, а также чеснок и перец чили. Также с мангостином готовят разные салаты. Здесь сочетается соленое и сладкое. Тайцы – мастера в таком сочетании блюд – сладких фруктов и соленых овощей. Из мангостина получается прекрасное варенье. Для этого дольки освобождаются от кожуры и складываются в посуду. Затем мякоть плода нужно отделить от семян. Добавить несколько кусочков кожуры. Все измельчить в блендере. Готовить на слабом огне, непрерывно помешивая в течение 20-30 минут. Ингредиенты для варенья из мангостина – это 250 грамм мякоти мангостина, 100 грамм сахара, 1/8 чайной ложки соли и 1/2 столовой ложки лайма. Кожура мангостина содержит огромное количество ксантофнов, то есть натуральных антиоксидантов. Из кожуры готовят лечебные отвары. Кожуру можно порезать и высушить. После добавлять в чай как тонизирующее средство. Такой напиток поможет быстрее выздороветь. Можно даже использовать как средство от диареи. Если высушенную и перемолотую шкурку мангостина смешать с косметическим маслом, получится омолаживающая маска для лица. Если перемолоть не в муку, а оставить кусочки побольше, то получится скраб для тела. Высушить кожуру мангостина несложно. С помощью ложки внутренняя кожура отделяется от оболочки. Собранную кожуру можно поместить на поднос и высушить на солнце в течение 2-3 дней. Сушеную кожуру нужно хранить в герметичном контейнере. С помощью кухонного комбайна можно сделать гранулы. Если эти гранулы еще подсушить, то с помощью кофемолки можно получить порошок. Кожуру лучше всего использовать для приготовления чая или добавлять в напитки. В заключение нужно сказать, что у мангостина имеются выраженные антиоксидантные и противомикробные свойства. Содержащиеся в нем пищевые волокна способны уменьшить воспалительные реакции в организме, поэтому его свойства помогают бороться с очагами воспалений и снижать риск развития онкологических заболеваний. Недаром он нашел широкое применение в традиционной медицине. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!